ногами? Чистыми, я помыла. Мама! Вот это раздолье для Алисы на неделю. Мы уже находимся в порту Венеции и ждем, когда откроется регистрация на наш лайнер. Скоро уже начнется наш чек-ин. Этот человек уже измаялся весь. Сейчас садимся на вот такой катер, и этот катер довезет нас к круизному лайнеру. Чек-ин мы прошли в пассажирском терминале в самой Венеции, а наш лайнер стоит в порту Маргера, это под Венецией, и до него нужно добраться. Вот наш лайнер. Большой, да? Ну идем, все, идем выходить. Алисе надели браслетик безопасности. Мы поднялись на 11-ю палубу, и здесь сосредоточено большинство развлечений. Джакузи, ресторан, бассейны, аквазона. Знаете, почему нет людей? Нет, не потому что пасмурно, а потому что мы в Венеции, и большинство пассажиров, которые уже находились на этом лайнере, отправились посмотреть город. А некоторые, такие как мы, только сели на этот лайнер и сейчас осваиваются. Детский аквапарк есть маленький. Аквазона для малявок. Очень удобно, что можно спокойно отпускать здесь. Все голодные, с утра нормально не позавтракали. Алиса, а ну-ка не трогай ничего. Ты что? Идем кормиться. Ай, скажи, грация. Что ты будешь кушать? Что ты будешь кушать? Картошечку? Класс. Здесь детский буфет такой маленький. Детское питание. Детский буфет с вредной едой. Картошка фри, наггетсы здесь. Здесь пиццы пекут, кстати, очень вкусные. Все, мы еще ни с чем не разобрались, но еды много. Несколько ресторанов, несколько баров. Вот буфет на верхней палубе. И сейчас пообедаем. Каюта наша будет готова только к 2 часам дня. И сейчас у нас есть свободное время, чтобы покушать. Потому что эти дети голоднющие, я просто с ума сходила уже. Алисе не взяли ничего, она съела утром банан и все. Она когда голодная, это вынос мозга реальный. И, в принципе, еды достаточно. Там есть пиццерия, вот пиццу жарят. Есть детское меню отдельно. Есть очень большой выбор салатов. Первое, второе. В общем, у нас неделя будет вот такая. Неделя на круизном лайнере. И вообще, это наш самый первый круиз в жизни. Пицца на черном корже. Первый раз вижу. Тая, как обычно, запихивается фастфудом, да, бегом? Там есть салаты, Таюсь, иди возьми салаты. Это салат? Все, здесь будут за неделю все знать, кто приехал. Что тут Алиса отдыхает. Она уже насвинячила, все это уже накидала под стол, началось. Все как обычно. Обеденное время, и народ потихоньку возвращается уже из Венеции. Ну что, еще не совсем верится, но мы уже находимся на круизном лайнере MC Cruises, линия Симфония. И он очень огромный. Знаете, это как какой-то большой город. Здесь очень огромное количество баров, ресторанов, разных кафешек, развлечений очень много. Будем вам потихоньку все показывать. А я хочу сходить в спортзал сейчас. А я хочу сейчас сходить на мастер-класс. Мастер-классы детские есть. Разные игровые комнаты для возрастов разных. Есть мини-клубы, тоже от 3 до 6 лет, вот Алиса туда пойдет. Есть и клубы для подростков, дискотеки, в общем, очень-очень много всего. И с первого раза это тяжело запомнить. Вот здесь такой маленький аквапарк для малявок. Алиса будет развлекаться там, и там же есть детский мини-клуб. На круизном лайнере мы первый раз, но если вы смотрели наше видео, то однажды мы плавали в Грузии на грузопассажирском пароме. Забыла, да? Началось, да? Здесь все узнают, кто такая Алиса за неделю. Дось, ты уже здесь всю грязь собрала, Алиса! Пошли! Главное здесь не сдуреть. Сказать, что тут вообще есть интересного, скорее даже стоит
это в спортзал. А я хочу пойти в детскую комнату. Она еще закрытая. С 2 до Детская комната работает с 2 часов дня. Почему? Они бедные там будут, эти аниматоры в детской комнате. Сойдут с ума за неделю. Скажи, поедут в психбольницу. Я вот думаю, выдержу я эту неделю здесь, или она меня замучает окончательно. После этого отдыха мне нужно будет стабильно еще хотя бы пару дней разгрузки психологической. Поедет к бабушке. Бабушка ее давно не видела. Наш лайнер выходит в море из порта Венеции сегодня в 4 часа дня. Возле каждого лифта есть вот такие стенды с палубами, где написано, где и что находится. Едем в лифте изучать лайнер дальше. Едем на 6-ю палубу. Тая нашла там всякие клубы игровые и что-нибудь еще. Что там было еще? Магазины разные. Магазины, да. Ну пойдем посмотрим. Chers passagers, bon après-midi. Nous informons que les chambres sont prêtes. Я уже запуталась в количестве баров и ресторанов. Их реально очень много. Нам дальше, тут фотогалерея. Что ты делаешь, а? Ну что ты делаешь? Это казино, Алиса, все. Это не для вас. Нет, рано тебе еще в такое играть. Здесь азартные игры. Сейчас пойду играть. Пришли в театр, а здесь идет Аладдин. Все, детей не утащишь отсюда. С грязными ногами. Чистыми, я помыла. Так, это мамина кроватка. Здесь будет спать Алиса. Здесь Тая, отлично. А я вообще одна. Здесь должны были бы спать мы с мужем, но в итоге я одна. Кто будет ночью падать на мою кроватку? Алиса. Алиса у нас до сих пор падает с кровати, представляете? Я сказала ночью, а не сейчас. Ну что, здесь мы будем только ночевать, потому что у нас будет очень много заходов в разные порты, в разные города и в разные страны. Это будет 3 страны, это будет Греция, Хорватия и Италия. И будем вам показывать каждый новый день наш. И, конечно же, будет большой обзор этого лайнера от нас. Конечно, мы уже приехали в номер. Расскажу немножко про чек-ин. У вас в билете, да, вот кто первый раз в круизе, как мы, в билете есть такая страничка, где написано, куда именно, в какой порт отправления, в какой терминал и в какое время вы должны прибыть. Вот, это нужно найти, посмотреть, и тогда дальше вы уже не потеряетесь. Мы сегодня приехали на такси, потому что машину свою оставили на паркинге под Венецией, там значительно дешевле, чем в порту. И таксист нас привез прямо в пассажирский терминал Венеции, а дальше уже компания MC Cruises, ее члены выходят к тебе и тебе помогают пройти чек-ин, рассказывают, куда тебе идти, что, как. Мы, в принципе, сразу оставили багаж, к нему прикрепили багажные бирки, и дальше мы уже без багажа пошли на паспортный контроль. В принципе, дальше все по плану, как в аэропорту, то есть ничего такого страшного нет. При регистрации вы получаете вот такие круизные карты на каждого
пассажира. Вот моя и вот детские. По этим круизным картам вы можете также потом в дальнейшем зайти в каюту. Это же является ключом от вашей каюты. Также по ним вы можете рассчитываться в некоторых барах, в ресторанах и магазинах на территории круизного лайнера. И потом по истечении вашего круиза, когда вы будете покидать лайнер, смотрят по этой карте, сколько и где вы должны, и вы полностью рассчитываетесь. То есть, в принципе, наличка здесь вообще не нужна. Вот, это ваша круизная карта, ваш же счет, ваши же деньги. Вообще у нас все питание входит в стоимость. Это all-inclusive, как обычно бывает в отелях Египта и Турции. А напитки такие, как кофе, чай, вода, соки, это тоже входит в стоимость, также бесплатно. Вот. Но есть какие-то такие, вот, например, напитки, за которые нужно доплачивать, естественно, дополнительно. Молочные коктейли, мороженое. Это коктейли, да, это фреши, это алкоголь, ну, в принципе, как везде. Вот. Что еще хотела сказать? Наша каюта без окна и без балкона. У нас такой себе эконом-вариант. Естественно, это была самая недорогая каюта. Мы решили на этом сэкономить, потому что каюта с балконом стоила примерно, наверное, на 400-500 евро дороже. Ну, мы не стали этого делать, потому что мы знаем, что мы, в принципе, целый день находиться здесь не будем. Мы будем где-то в бассейнах, будем где-то в ресторане, выходить в каких-то портах, гулять, отдыхать. И мы сюда будем приходить только спать. Мама! Боже мой, это какой-то кошмар, реальный. Вот человек за что не берется, все в его руках ломается, все абсолютно. Взяла только что за несколько минут до этого вот эту лестницу, вот эту, сняла, она снимается, приставила ее, оперла на зеркало и лезет. Я смотрю такая и думаю, капец, сейчас это зеркало треснет, и мама будет платить еще потом за это зеркало. Вставь на место. Боже, боже. А тут лежит. Уже свинячит на моей постели. Я хочу поэтапно объяснить ваш первый день пребывания на круизном лайнере. Первый этап — это вы приезжаете, оставляете машину на парковке, и второй этап — вы идете на чекин, проверяют документы, и вы отдаете свой багаж. Мы отдали наши 2 чемодана, и на них прикрепили бирки, чтобы их принесли в наш номер, но пока что еще ничего не принесли нам. После прохождения паспортного контроля вы садитесь на небольшую лодку, и вас везут в место, где стоит ваш лайнер. Потом мы зашли уже в наш лайнер, и там к людям, у которых дети, особое отношение. То есть нас отвели в сторону, показали нам бумажку, где написано про разные детские клубы, которые вообще есть. Тут Алису поразвлекали, и потом мы пошли, нас сфоткали на такой небольшой фотозоне, конкретно нас, из-за того, что у нас маленький ребенок Алиса. И потом мы уже пошли на верхний этаж обедать. Номера всем выдают примерно от 2 часов дня, и так как у нас приоритет из-за того, что у нас, опять же, Алиса маленький ребенок, нас заселили быстрее, чем некоторых людей. Да, но вообще каюта, вот заселение с 2 часов, правильно-то я сказала, и уже сейчас вот ровно 2, но мы зашли сюда намного раньше, но чемоданы нам еще, да, чемоданы нам еще до сих пор не принесли, мы наши вещи. Мы оставили там разные сумки, но так же самое пока что ничего нет, мы думали, что уже принесут. Хотела сказать, что еще. Здесь есть вот такие полотенца, да, которыми просто после душа вы вытираетесь. А здесь у нас на кровати вот эти вот оранжевые полотенечки. Это те, которые можно брать к бассейну именно. В зону отдыха, в зону шезлонгов. Алиса хочет показать, что у нас есть в мини-баре. Кола, фанта, спрайт, какие-то орешки, какой-то маленький алкоголь. И здесь пиво и сок. Ждем лифт и будем подниматься на верхнюю палубу. Заходите, заходите, Тая. Сейчас уедем без тебя, заходи. Нам на 6-й. Давай, а чего нам на 6-й? В театр. Угу, давай. Это ресепшн. Все ваши вопросы и проблемы решаются здесь. Оп! Теннисные корты. А мы пришли обедать. Питание на лайнере очень хорошее. Большой выбор фруктов, овощей, всяких хлебобулочных изделий, колбасы, сыры, мясо, всегда несколько видов, рыба. Ну вот, в принципе, есть все на любой вкус. Сладостей вообще какое-то безграничное количество, всяких пирожных, тортиков. Очень много кофейных аппаратов. Ты приходишь, делаешь сам себе кофе или чай. Для детей здесь тоже есть какао и просто молоко горячее.
Сделала я 2 чая, положила шашлык на стол и фрукты. Отошли мы с Алисой, чтобы налить кофе. Буквально 3 минуты нас не было. Возвращаюсь, стол уже чистый. Все убрали. Видишь же, что полные чашки чая стоят горячего, все равно все выбросили. Короче, мы уже поняли, что отходить нельзя. Ничего нельзя оставить на столе. Все сразу в мусорку. Единственное, что та ест добровольно, это фруктовые салаты. Ну, хоть так. Алиса тоже любит очень фрукты. Через 10 минут наш лайнер будет выходить из порта Маргера в открытое море, и все люди уже вышли на палубу, ждут этого отплытия. Мы сейчас проплываем мимо нашего кемпинга, который я вам показывала в одном из прошлых выпусков. Мы жили здесь 3 дня, это кемпинг Фусина. Сейчас покажу, как я испугалась. Мама! Испугаться можно! Кемпинг очень классный, он находится буквально через пролив от Венеции, добираться на лодках до самой Венеции очень удобно, и здесь бюджетное жилье по сравнению с самой Венецией. Обязательно посмотрите этот выпуск, кто еще его не видел. В вашей круизной карте указано название ресторана, в котором вы можете ужинать по вечерам. И также смена, 1 или 2. Мы будем ужинать в этом ресторане, но не сегодня. В одном из выпусков я вам обязательно его покажу более подробно. Вот так вот ваши чемоданы принесут прямо под каюту. А мы идем смотреть, где наши вещи, потому что наших вещей нет уже очень-очень долго. Мы ведем Алису в аквапарк. Обещали ей 10 минут, что она побегает по горкам, да? Да. Только немножко, чтобы ты не простыла и не замерзла. Так, Алиса долго бегать не будет, потому что водичка прохладная и вечер уже. А вот завтра с утра будет солнечно, и мы обязательно сюда придем. Другой стороной. По вечерам здесь всегда живая музыка и танцы. Мы случайно нашли фотку, которую здесь фотограф на борту сфоткал. Не хочешь забрать? Да нет, у меня таких фотографий много. Смотри. Да, я настоятельно притащила нас в кинотеатр. Я хочу уже ужинать, но Тая хочет посмотреть, что сегодня будет идти. Дома Тая так редко бывает в кинотеатрах, ну и сейчас в войну особенно мы не ходим в такие места, поэтому ей нравится здесь сегодня. Она бы сегодня отсюда не выходила.
Покажу вам ужин. Мне нравится, что на ужин всегда есть морепродукты, причем разные. Поможешь мне тарелки нести? Или нет, давай лучше, наверное, я сама, потому что ты сейчас нахрюкаешь. Вилки возьмешь, да? Таюсь, возьми нам, пожалуйста, воды, а? Всем приятного аппетита. Мы сейчас с Алисой опять попробуем поесть суп, но она его не любит совсем, да, дочь? Давай чуть-чуть, пару ложек. Поужинаем и хотели пойти еще на детскую дискотеку, если успеем, потому что, судя по времени, она уже началась. Алиса, Алис, без свинства, хорошо, пожалуйста? Мы целый день бродим, скажи, и не можем обойти все судно. А вообще вечеринку не можем найти. Вечеринку Алиса не может найти детскую. Все, обошли, скажи, и не знаем, где она. Плохо прочитали. Да. Да, я тебя расстрою. С 15 лет здесь вход. Сейчас тебя выпрут. И тебя, Алиса, тоже сейчас выпрут. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely ties. Какой-то художник у нас подрастает. Это просто невозможно. Реально. Вчера отругались то, что она постель раскрасила. Сегодня вот в номере опять такой же рисунок. Я говорю, что это? Она мне вчера говорит, снеговик. Ну, сегодня смотрю, этот снеговик уже вот здесь. Маленький человечек вымотался. Если честно, я тоже сегодня очень устала. Первый день такой масса впечатлений.